Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на сентябрь 2023 года. Посмотрим, проанализируем предстоящий период, сделаем акценты, что вам нужно внедрить в течение этого месяца, чтобы прожить его максимально продуктивно и плодотворно. Для тех, у кого не отыгрываются расклады по Солнцу, смотрите по асценденту. Если вы не знаете, как его рассчитать, ссылку на это видео я оставлю в первом закрепленном мной комментарии под данным раскладом. Ну а мы с вами приступаем. Общие энергии месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, вопросы здоровья, личная жизнь и рекомендации от карт. Поэтому давайте смотреть, стрельцы, что же у вас здесь. Общая энергия месяца у вас здесь ложится туз мечей. Это расставить точки над «и», это принимать какие-то важные решения, это прояснять ситуацию. Для кого-то отстаивать личные границы, решать бюрократические вопросы. То есть в основном это касается нюансов восстановления документов, получения документов, что-то где-то переподписать, сделать наново. Ну, то есть ключевые болезненные вопросы. У кого-то может быть запланировано оперативное вмешательство, там, лечение у стоматолога или вы идете к пластическому хирургу. У каждого своем. Поэтому, чтобы мы не ходили вокруг да около, давайте посмотрим, какой же ниши, какой же сферы это будет касаться в большей степени. И что мы здесь видим? Здесь все-таки это идет про отстаивание личных границ и все-таки про восстановление документов, которые утрачены или просроченный, потому что здесь добиваться решения правового вопроса, то есть отрубить, отсечь вот эти моменты. Почему еще говорю отстаивание личных границ? Потому что если вы ранее не могли говорить «нет», всегда были мягкие, деликатные, тактичные, то здесь пришло время все-таки несколько показать оскал, потому что вы понимаете, что ваше окружение, там, ваши знакомые или родственники могут садиться вам на шею. Вот здесь нужно уже проявить несколько жесткость, чтобы эту ситуацию устранить. Если мы будем смотреть с вами вопросы работы, карьеры, у нас здесь ложится паж жезлов. Паж жезлов — это новая энергия, это любопытство, это новые контакты, будь то там коллеги из соседнего отдела, цеха, может быть филиала, может быть это вообще офис из другого города. Ну то есть здесь интерес к их работе, как они выстраивают работу, как они добиваются там плана, поставленных задач, то есть как сделать все для того, чтобы вы действительно, скажем так, быстрее продвинулись по карьерной лестнице и зарабатывали больше. Потому что паж жезлов — это всегда инициатива. Это желание взять на себя больше, ну и, конечно же, получить больших результатов. Безусловно, данный аркан для каждого из вас будет отыгрываться по-разному, потому что все мы находимся в разных социальных категориях. Кто-то работает, кто-то нет. Поэтому анализируем ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает и работать по ряду причин не может. То есть неработающие пенсионеры, мамы в декрете, домохозяйки, либо неработающие студенты. У вас здесь ситуация остается неизменной. Максимум здесь получение каких-то пособий, потому что паж жезлов и повешенный — это максимум плановые какие-то выплаты. То есть стипендии, пенсии, пособия на детей, то есть какие-то социальные выплаты, но не более того. То есть у вас здесь не будет возможности в рамках этого месяца найти себе подработку, ну и как-то помогать себе финансово. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является соискателем, паж жезлов и император — это указание на то, что вы здесь будете рассчитывать на помощь, поддержку, содействие со стороны либо человека властимущего, либо вашего знакомого, который вам может поспособствовать в решении этих вопросов. И могу сказать, аркан умеренность указывает на ситуацию, что вы здесь максимально спокойны, потому что четко понимаете, что ситуация здесь выгорит и все получится. Потому что по девятке мечей, если смотреть, у вас были переживания и страхи, что сами вы не попадете в ту организацию, в которую хотите, или не получится, скажем так, пройти на конкурсной основе. Поэтому здесь, скажем так, решать этот вопрос обходными путями, через связи. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником, что же у вас здесь? Как я и говорила, по тузу монет это вот любопытство, как сделать, как прыгнуть выше головы. И вот здесь даже дно колоды у вас ложится колесница. Это прорыв, это увеличение дохода, это может вы сделали больше продаж, получаете больше процент, бонус, прибыль. У кого-то индексация заработной платы, а у кого пусть и незначительная, но тем не менее повышение заработной платы. Поэтому здесь действительно прекрасная ситуация. И если же у вас свой собственный бизнес, как для вас будет звучать этот аркан?
Колесо фортуны, карта, которая показывает о шикарных возможностях и перспективах. Это новые связи, это новые клиенты, это новые заказы, потому что по пажу жезлов ваша целевая аудитория не только интересуется вашими товарами, вашими услугами. И здесь, вы знаете, как над человеком берет вверх элементарное желание, блин, я хочу это попробовать. Даже не важно, нужен этот товар или нет, это, знаете, когда человек ведется на красивую рекламу, на красивую подачу, упаковку, презентацию, ну и как следствие приобретает ваш товар, продукт или услугу. Поэтому возьмите себе это на вооружение. Если мы будем смотреть вопросы финансов, рыцарь мечей, карты говорят о больших тратах. Посмотрим, с чем это будет сопряжено. С чем сопряжены ваши большие траты. По аркану Солнца. У кого-то это будет связано с вопросами отдыха, у кого-то с вопросами восстановления здоровья, потому что это тратится на восполнение ресурсов. Это в целом отдых. У кого-то здесь еще, помимо всего прочего, поскольку Солнце дарить радость, тратится на какие-то красивые вещи, элементарно шопинг. Но здесь действительно, это, знаете, как почистить свои закрома, потому что по этим арканам ну, вы пойдете на поводу эмоций. Может, конечно, это и ваши потребности на текущий период, но здесь будут очень такие знаковые, значимые покупки. Единственное, о чем говорят арканы и вообще астрология в целом также, они вам рекомендуют эти покупки совершать после 15 сентября, по завершению периода ретро-Венеры и ретро-Меркурия. Если смотреть вопросы здоровья, а вот здесь 8 чаш. Не очень хорошая карта. Почему? Потому что в первую очередь она указывает на проблемы, на нарушение кровотока, лимфотока. Особенно это актуально для тех, у кого венозное расширение вен, кто склонен к тромбофлебиту, то здесь лучше все-таки не затягивать эту проблему, обращаться к врачу. Ну и, конечно же, 8 чаш очень часто у нас указывает на апатичное или эмоционально-депрессивное состояние, из которого и хотелось бы выйти, но не знаете как. Вот поэтому, возможно, это будет сопряжено с тем, что вы плюнете на все и захотите изрядно потратиться на отдых, на свое восстановление. В первую очередь эмоциональное. Почему? Потому что, конечно же, это за собой тянет и восстановление физическое. И если смотреть вопросы личной жизни, тут ложится аркан суд. Как мы знаем, для большинства это восстановление отношений. Будем смотреть, так ли это. Для тех, кто у нас на текущем этапе свободен, что же здесь у вас? По аркану смерть. Это желание реанимировать отношения, которые давно были разорваны. То есть это не месяц, не два. Это отношения, которые уже, я могу сказать, по десятке мечей разорваны больше года или двух. Потому что дно колоды десятка пентаклей, вы даже можете здесь знать, что ваш партнер или партнерша, с которым вы разорвали отношения, уже состоят в другой связи, в другом союзе. Имеет ли это смысл? Ну, по тузу жезлов, знаете, как ваше стремление возьмет здесь верх. Все равно вы будете давать о себе знать. Я не могу сказать, что вы здесь будете навязываться человеку, но то, что вы будете проявляться по отношению к нему, это факт. Опять же, это может быть такая позиция и по отношению к вам. Даже несмотря на то, что человек уже может быть в новом союзе, это будут какие-то попытки восстановить с вами контакт, восстановить отношения и наладить связь. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках, что же у вас здесь? Суд и маг – это вопросы манипуляций. По принципу, или ты что-то решаешь, потому что, видите, как призывать суд – это также призывать к ответственности. Маг – это контролировать ситуацию, это манипулировать. То есть и здесь, и для себя решите определиться, в каком союзе вы хотите быть. Ну и в принципе, если ваш партнер или партнерша нерешительный, не могут никак определиться, это заставить решить. Почему? Потому что по умеренности для вас это крайне важно, для вашего состояния покоя, для эмоционального комфорта. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в стабильных союзах, что же у вас здесь будет? У вас здесь 2 жезлов. Почему? Потому что одной колоды ложится императрица. Объясню. Эти карты, которые говорят о восстановлении взаимоотношений, больше там с тещей или со свекровью, потому что это как быть между двух огней, и тогда это в позитивном контексте отразится на вашем взаимодействии с партнером или партнершей. Потому что здесь речь не про треугольники, не про загулы, здесь больше налаживание контактов с родственниками. Поэтому да, для кого-то это будет необходимость, и вы будете действовать именно в таком ключе. Смотрим с вами рекомендации от карт. 5 монет.
Если вы ощущаете, что вы находитесь в состоянии кризиса, и это у нас показывало состояние здоровья, то тут должна действовать такая позиция «помоги себе сам». Если вы ощущаете, что вы в безресурсном состоянии, вытаскивайте себя в первую очередь в эмоциональном плане. Это заниматься теми вещами, которые вас радуют, это восполнять свою вот эту вот душевную пустоту. То есть хобби, увлечение, общение с друзьями, может быть уединение, потому что у каждого по-разному. Но именно то, что вам приносит ощущение счастья и зону комфорта. Это прям крайне необходимо, потому что здесь вы уже на таком истощении. И, кстати, я спросила, что вам поможет эту ситуацию кризиса преодолеть? По королю монет. Это либо может быть мужчина земной стихии, телец, дева или козерог, который поможет, подскажет, направит, восполнит, эту энергетику. Или же финансовые траты, как я говорила, пошопиться, потратиться на отпуск. Даже если это будет небольшой отдых. Знаете, вы поехали на 2-3 дня где-то на выходные, восстановились. Но для вас это будет просто колоссальная такая энергоотдача. И как следствие вы ощутите этот прилив сил. Смотрим с вами неожиданность периода, что здесь будет. Как будут развиваться события. Коса, плетки, дерево. Ну вот смотрите, эмоциональное нервное истощение, которое влияет на состояние здоровья. Тем более, видите, дно колоды змея. В первую очередь информация актуальна для девушек, для женщин. Могут быть из-за этого на фоне стресса проблемы с желудочно-кишечным трактом, поэтому обратите на это внимание. Видите, в первую очередь здесь идет ситуация про здоровье. Коса, плетки и дерево. Это когда вы находитесь в состоянии хронического стресса или невроза. Как следствие, это пагубно на вас отражается. Но и еще такой момент. Коса, плетки, дерево — это фактически зарыть топор войны. И поскольку дно колоды у нас здесь падает змея, как я говорила, это может быть теща или свекровь, то есть женщина вашего рода. Поэтому вот такая здесь ситуация, вот такая информация. Закроем вам это все положительными картами, чтобы информация для вас отыгралась только в положительном ключе. Но вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, как отозвался для вас расклад. Был ли он с вами созвучен, срезонировал или нет. Я всегда вам благодарна за ваш энергообмен, за вашу обратную связь, за ваши лайки, комментарии, за ваши донаты, за ваши подписки. Если вы до сих пор не подписались, обязательно это сделайте. Вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь к лучшему.